Привет, друзья! В связи с бурным интересом, который вызвало мое видео о виниле, о корректорах, о головках, о пластинках, я решил сделать еще один выпуск, чтобы продолжить эту тему. Я получил большой отклик на то видео, были возражения, споры, вопросы, которые показали, что тема по-прежнему интересна, по крайней мере, какой-то части аудитории имеет смысл ее продолжить. Я напомню вкратце содержание предыдущего видео. Я утверждал, например, что винил олдскульный выгодно отличается от новодельного, потому что новодельный делается то ли халтурно, то ли новые технологии пошли не впрок этому бизнесу. Но для примера, в частности, могу привести, что я связался здесь в Европе с одной фирмой, которая штампует пластинки на заказ. То есть можно заказать свой винил. И мне нужна была тестовая пластинка с определенным набором тестовых сигналов. Так вот, они мне по секрету сказали, что официально они пишут до 20 кГц, но шепотом на ушко до 16 и не выше. И причем с уровнями там тоже довольно большой разброс, что не имеет смысла делать на их базе, конечно, на такой диск. В связи с этим я выражаю благодарность еще одну компанию Artophon, которая предоставила свой диск, который содержит тестовые сигналы разного рода, которыми можно испытать, настроить новый turntable, то есть проигрыватель, и запустить его в работу. Для тестов, для изучения корректоров, свойств головок, я бы сказал, что этого еще недостаточно, поэтому у меня есть еще другие диски, на каждом из которых есть часть какого-то материала, который может оказаться полезным для того или иного теста. Для меня это новая тема, я никогда не тестировал винил и все, что с ним связано, по той причине, что я инженер акустики, колонки разрабатываю, больше меня они увлекают и считаю, что они значительно больше влияют на звук, чем там усилители, допустим, кабели и прочее. Но оказалось, что с винилом не все так просто. Винил — это вещь в себе. Невероятная нелинейность, невероятное искажение. Впрочем, присущие, например, динамикам там под 1%, это нормально, в то же время как в усилителях борются за тысячные доли процента. И сегодня мы будем говорить о корректорах, которые борются за эти тысячные доли процента. Шумы и так далее. Так вот, в виниле это все на ужасном уровне, но при этом это винил, пластинка виниловая представляет собой непрерывный поток аналоговой записи, в котором нет смысла, например, термину разрешения, которое присуще цифровой технике, битности, битрейту. Диапазон частот имеет значение. Здесь, кстати, большая печаль в том плане, что он очень неравномерный, и довольно не широкий. Хотя как не широкий? Вот на тестовом диске Artophon записаны сигналы до 50 кГц. Правда, как они же уточняют, что гарантированный разброс плюс-минус 5 дБ, они обещают только до 20 кГц. На другом тестовом диске, там, где записан розовый шум, он записан до 20 кГц конкретно. Тот диск был 80 какого-то 6-го, по-моему, года, этот Artophon 2016-го. Это что касается напоминания о прошлом видео. Мне приводили какие-то аргументы, я не могу их комментировать, некоторые по незнанию, потому что я не владею такой информацией, она проходит мимо моих интересов, допустим. Другие сомнительные, я не смог ничего добавить. Слишком сильно углубляться в эту тему я бы тоже не хотел, это делает, например, Николай Сухов на своем канале. Если кому интересно, он может на удвоенной скорости включить его видео и послушать, что он рассказывает в том или ином аспекте. Я же лаконично хочу изложить с одной стороны, с другой, я надеюсь на френдли обстановку. Мне так обидно, кто-то тут написал, что он слушал мое видео со скоростью 1.25 и, нашел то, что ему нужно было там. Ёлопало, как вам не стыдно? Я стараюсь, эмоционально пытаюсь подать вам материал, который нас с вами объединяет. Вы тратите время для того, чтобы
найти что-то новое или, по крайней мере, просто пообщаться на любимую тему. Почему нет? Это хороший такой клуб у нас получается. Вам интересно, мне тоже оказывается интересно. Я так думал, походя запустить проигрыватель, ностальгически поставить пару пластинок, которых у меня было там 1,5 десятка, мне из Киева привезли. Сейчас у меня чуть ли не 100 этих пластинок. И вот эти корректоры, давайте я вам покажу. Корректоры, что у меня есть? У меня есть корректор, о которых мы сегодня будем говорить. Корректор встроенный в ресивер Пионер. Он выполнен по простейшей схеме. Я его покажу, может нет, ничего там военного нет, на обычной микросхеме соответственно, с цепями коррекции в обратной связи. Никаких особо откровений. Следующий корректор Николая Сухова, он экранированный, с хорошим блоком питания. Имеется в виду стабилизатор здесь. Я напишу, как он называется, чтобы, если кого-то это интересует. И экранирование тоже дало определенный эффект. Тут какой-то человек писал, что ужасный внешний вид. Это типа я ему предлагаю это купить. Да? Чувак, у тебя денег не хватит это купить, ладно? То есть ты можешь купить вот базовая схема, которую, например, люди, которым я собираю, помогаю собрать, продаю, эти корректоры получают его вот в таком виде, вот такую вот плату. Для того, чтобы эту плату запитать и протестировать, проверить, мне нужно сетевой понижающий трансформатор, допустим, тороидальный, с низким рассеянием, сделанный добрым Шишовым, и стабилизатор, обычный стабилизатор, который, в общем, звезд неба не хватает, но позволяет запустить, исследовать эту схему, проверить ее всячески для того, чтобы человеку передать. Ну и пару выходных разъемов, разумеется. Также я буду показывать результаты измерений корректора, который мне тут один человек принес. Он купил набор, спаял и получил результат, в общем, скажем, уступающий. Почему, я объясню чуть позже. Кроме этого, у меня есть, как у Дурня Фан, таких картриджей, представленных опять же компанией Артофон, большое за это спасибо. Также у меня был родной картридж Артофон, который стоял в Торренсе, и в проигрывателе Yamaha тоже стоит какой-то картридж. На всем этом я намерен протестировать ряд дисков, что-то записать вам, выложить, что-то показать в качестве графиков, для того, чтобы внести ясность. Хорошо, это вводная такая часть, да, эпилог. Теперь о негативе, который нужно сразу оговорить, чтобы не было фантазии, вот это не раздувалась у вас какая-то иллюзия очень нужной вещи. Винил очень нелинеен, капризен, нестабилен во времени, имеется в виду от числа проигрываний ухудшается и сама запись на диске, и появляются дополнительные помехи, щелчки, загрязнения на диске влияют на звучание тоже, то есть это отдельный вопрос. Но кроме этого, проигрыватели винила, то есть плееры, то есть транспорт, который доносит информацию с винила к нам с вами, имеет неубиваемые пока что баги, проблемы за вменяемые деньги, естественно, потому что за бесконечный бюджет, наверное, не, вообще говоря, нельзя избежать. Дело в том, что у виниловой пластинки есть два параметра, которые невозможно устранить дефект. Первое – это допуск на диаметр отверстия пластинки. Он составляет 0,09 мм. Это очень мало. Также есть такая беда, как эксцентриситет этого отверстия. То есть относительно него пластинка не идеально ходит. Она ходит с эксцентриситетом, то есть отклонением от реального центра вот этого диаметра этого отверстия. Я не знаю, как я правильно или неправильно объясняю, но эксцентриситет – это то, что отличает от центрированного отверстия. Да? Оно составляет значительно больше, оно составляет 0,2 мм. И что ж такое получается?
что при диаметре внутренней дорожки, например, радиусом 52 мм, если 52 мм, сумма эксцентриситета вот этих отклонений составляет 0,2 плюс 0,09, это 0,29, ну грубо 0,3. И если 52 мм разделить на вот эти 0,3, получится не что иное, как 0,56% детонация. То есть отклонение скорости от необходимого номинала, от заявленного параметра. Но на внешней дорожке чуть лучше, там те же 0,29, если там диаметр, радиус 150 мм, если его разделить на 0,29, получится чуть веселее, 0,2%. 0,2%, дорогие друзья, это не совсем детонация, но примем ее за артефакт, который мешает нам слушать музыку. И это 0,2%. То есть имеется в виду, я здесь рассказывал о моем знакомом здесь в Германии, у которого, пожалуй, самый крутой в мире проигрыватель. Там, где у него подшипники еще 16 или 18, 12 или 18, не помню, подшипников по 3000 евро, он мне говорил. И мне здесь один человек написал, что вы этому верите, разве могут быть подшипники за 3000 евро? Да, конечно, могут. Могут и за 30 тысяч быть подшипники. Все зависит от степени точности. И вот здесь это стоит денег, колоссальных денег. Так вот, у него напольный проигрыватель огромный такой, я, может, покажу здесь, проиллюстрирую, так сказать. Так вот, там я не знаю, какой коэффициент детонации. Мы с ним что-то обсуждали, но я не помню точно, в цифрах какие-то нули там нереальные, улетающие в пропасть. Так вот, а лучше 0,2 у него не получится. 0,2 fucking процента. 0,2% это хуже, чем советские проигрыватели первого класса. Там 0,1 обещалось. Понимаете, в чем дело? То есть это даже теоретически винилокрут будет иметь неравномерность движения носителя, то есть пластинки относительно иголки. И это еще не все. Я имею в виду, что есть еще такой баг, как различие линейной скорости движения иголки по пластинке на внешней и на внутренней дорожке. Внешняя дорожка имеет диаметр 300 мм грубо, а внутренняя, грубо 50 диаметр 100 мм диаметр. То есть получается, что длина внешней дорожки это 0,3 метра умножить на π, на 3,14, получится, грубо метр, 0,9 там что-то, то внутренняя дорожка там 0,1, 10 сантиметров. 0,1 умножить на 3, получится 0,3 метра, 30 сантиметров. Внутренняя дорожка и метр внешняя дорожка. То есть скорость получается при 33 оборотах в минуту, скорость на внешней и наружной дорожке относительно внутренней дорожки отличается в 3,5 раза, друзья мои. То есть если те параметры, которые обеспечивает пластинка в идеальном случае на внешней дорожке, пластинка, иголка, весь тракт вообще, на внешней дорожке, если это соблюдается, то на внутренней дорожке этот параметр ухудшается в 3,5 раза. То есть относительно скорости. А скорость является, собственно, функцией вот этих параметров, которые мы вообще рассматриваем. Она ими управляет практически. Понимаете, в чем дело? То есть моя любимая Child in Time под конец уже явно скуксилась на N-Rock. И, в общем, это слышно. Кстати, я на киностудии работал, когда в институте на вечернем учился, в звукоцехе. И у нас был один звукооператор, который на слух, на спор определял первую и последнюю вещь с любой пластинки. Причем я ему приносил записи на магнитофоне, на весне на кассетной даже, чтобы он не знал тех концертов, рок-музыки, например. Он был не молодой человек, тогда он этим не увлекался точно, и он угадывал 100%. Я тоже пытался так делать, у меня 100% не получалось, какой-то процент, допустим, был. Короче, это я к чему? Это я к тому, что запись всерьез можно относиться только к первым паре дорожек, наверное, если вы перфекционист.
такой как я. А все остальные, к сожалению, идут прицепом. И не знаю почему, но вот на рок-исполнителях обычно как раз на первой стороне последняя вещь была самой вкусной, и тут вот логика как бы у меня не складывается, когнитивный диссонанс возникает. О диапазоне частот. Я показывал в прошлый раз спектр любой пластинки, вот просто поставил любую и показывал спектр. Если я найду, покажу здесь еще раз. Там классическая музыка, кстати, запросто работала на этом графике до 50 кГц, 20 кГц вот здесь, и тут еще запросто была какая-то музыка, звучала. То есть это к тому, что это аналоговая запись. И в отличие от цифровой, которая по теореме Нойкоста заканчивается на 21 кГц, имеет дальше продолжение еще. И это очень полезный сигнал. Не, никто ничего там не слышит. Вообще никто ничего там не слышит. И 14 кГц это много. Нативные звуки инструментов, у меня тоника лежит, там, я думаю, там 2-5 кГц максимум, наверное. Ну, субгармоники, конечно, обертона, конечно, валят значительно выше, и вот до этих самых частот. И вот именно они формируют атаку, например. Я приводил в пример цимбалы, ну, как более яркий пример, который многие знают, по крайней мере. Я же не говорю о скрипке и рояле, там, в принципе, та же самая история. Тот же щипковый удар в рояле молоточком по струнам, те же цимбалы. Просто цимбалы, это, ну, очевидно совершенно, там максимального уровня сигнал частотой 12 кГц достигает за считанные микросекунды какие-то. Для того, чтобы такой сигнал записать и воспроизвести, тракт должен обеспечивать передачу до 100 кГц. Это, по-моему, у Виноградовой в учебнике написано было. У Алдошиной. Да, в учебнике написано, и совершенно с этим согласен. Именно поэтому мы говорим о нереально высоких частотах, которые никто не слышит. И летучие мыши тоже уже там не слышат ничего. Наверное. И вообще не для них это все писано. Но это необходимо для того, чтобы обеспечить эти самые фронты, чтобы они звучали узнаваемо. Кстати, если вы знаете, музыка вообще, любой музыкальный инструмент в основном отличается атакой и дикей затуханием. Потому что если отрезать атаку и затухание, оставить только сам звук, который, ну, имеется в виду легато какое-то, то есть, которое продолжительно звучит, ну, секунду, полсекунды, неважно, у вас нет шанса угадать какой-то инструмент. Ну, спектральный состав у них будет разный, но он как бы ни о чем. Без атаки, без затухания мы не узнаем инструмент. То же самое с человеческим голосом. Мы длинный звук практически, ну, за исключением оперных певцов, которые на это действительно учились, они научились этого подворотнее делать, петь. Не говорим длинными звуками, мы говорим и мы различаем свою речь атакой и затуханием. Я имею в виду голос, качество голоса. Не то, что мы говорим, не содержание, а именно сам процесс говорения, он состоит из атаки, поддержки и затухания, допустим. И вот здесь вот, чтобы узнавать многие инструменты, причем узнавать качественно, получить максимально приближенный звук к оригиналу, необходимы вот такие тракты с чудовищными частотными диапазонами, поэтому на пластинке все вот это пишется. Так вот, на олдскульных пластинках это писалось, так или иначе, хотя писалось с магнитофоном, там же 35-миллиметровые или даже 60-миллиметровые пленки были, у них достаточно широкий частотный диапазон писался, на высокой скорости, все такое. Ну, все равно это, конечно, хуже цифры, на самом деле хуже цифры. Но, во-первых, оно было непрерывное, а во-вторых, оно было с неограниченным нынешними CD, допустим, форматами, частотным диапазоном. Ну, кстати, в студиях и сейчас пишут 44 кГц, 24 бита, чтобы вы понимали. То есть из этого можно склепать CD-формат, но вот уже хай-рез из этого склепать нельзя. То есть можно переконвертировать, но ну, если вы понимаете, из худшего сделать лучше не получится. Можно только наоборот сделать. Такое дело. Не хотел вас расстраивать. Это о негативе, который
я хотел... Ну и кроме того, мы различали в свое время массы. То есть массой мы называли фирму-производителя, который клепал эти самые пластинки. Вот на такой массе, там, вот на юговской массе пластинки стоили дешевле, чем на штатской, немецкой там, или еще какой-нибудь массе. И это было важно. Пластинки узнаваемо по-разному звучали при этом. Поэтому мы... Ну, приходилось больше платить за пластинки с более высоким качеством, которые записаны на более крутой массе. Тут получается так, что и на тех, и на той, и на другой пластинке записана одна и та же информация. В принципе, формально с одними и теми же параметрами. Ну, там в нюансах могут они отличаться. Но у плохих пластинок, вот это то, что здесь выше 20 кГц, вообще на высоких частотах, это продукты искажения больше, чем реальный звук, который там должен был бы содержаться, который извлекался из того самого инструмента. Таким образом, переходные процессы, которые необходимо передавать качественно для зрителей, для слушателей точнее, лучше передаются винилом, чем, например, CD. Ну, я надеюсь, я донес как-то эту мысль. Может быть, кургузно, но видите ли, я не преподаватель, не учитель. Это просто нужно понять и принять каким-то образом. Если вы с чем-то не согласны, там, например, с законом Ньютона, то ищите причину в себе. Потому что я тоже наступал себе ногой на горло, и тоже приходилось себя убеждать в каких-то вещах. Например, у Клипеля, где я работал до недавно, у Вольфганга, это одна из ведущих в мире фирм по анализу звука. Переходной процесс – это был единственный термин, которым описывался звук. Вот ни частотный диапазон, ни искажения там. То есть это все фиксировалось, конечно, но основным это был переходной процесс, который объединяет, допустим, АЧХ и ФЧХ. То есть это было основное вот, в анализе этого всего. И при этом, к чему я это вообще вам говорю, еще одно замечание хотел сделать, что плагины, которые очищают звучание пластинки от этих щелчков, предположим, это есть убийца переходных процессов. Ну, конечно, они могут быть интеллектуальными, то есть настроенными на определенный спектр типичной царапины, да, какой-то, но я сомневаюсь, что такая есть. А если есть, то это довольно широкий спектр, который именно и убьет переходной процесс, который был записан, но теперь будет приглушен с целью минимизировать, в частности, щелчки, трески и так далее. То есть о фатальной роли переходных процессов в оценке звучания, формировании, допустим, звукового тракта, чтобы их учитывать. Эти переходные процессы, тракт должен соответствовать некоторым дополнительным требованиям, которые не афишируются, особо не обсуждаются ни с пользователями, ни даже в обзорах глянцевых журналов. Я хотел бы до вас донести архиважность этого дела. Но если вы всерьез хотите понимать структуру звука и наслаждаться им, понимая, что происходит, на что вы можете рассчитывать и так далее. То есть вы обсуждаете инструменты, смакуя детали там различных моделей гитар, например, про скрипки я уже молчу. Но там определяющим звучание является отработка переходных процессов. Это реакция, с которой тракт, вот ваш тракт весь от массы, иголки, корректора, усилителей колонок с кроссоверами, допустим, как этот тракт реагирует на щипок. Ну, на атаку назовем это щипком, хотя в другом случае это будет не щипок, а еще что-нибудь там дунул кто-то куда-то или стукнул кто-то во что-то, но имеется в виду тот самый переходной процесс звука от нуля до, вот эта атака от нуля до максимальной амплитуды. И это требует довольно высоких требований к аппаратуре. Интересуют потери при этом всем. То есть вот щипок произошел, или в барабан ударили, допустим, и оригинальный удар был таким-то, а вы получите это с потерями, вот эти потери, собственно, и определят качество вашего сетапа. Если вы не понимаете числового выражения услышанного, то мне трудно будет аргументированно что-то вам рассказывать о дальнейшем, о разнице, например, картриджа или корректора и так далее.
тут нужно либо принять, либо я адресую это видео не вам. В частности, при обсуждении звучания той или иной модели, предположим, пускай колонок или корректоров, или иголок картриджей, один скажет, что глуховато, другой скажет, что нижней середины нету, там мидбас не такой. Это все потому, что вы по-разному слышите эти самые переходные процессы. Вот. И для того, чтобы их хорошо слышать, нужно максимально выбирать тракт с хорошими переходными характеристиками. Итак, сегодня мы поговорим о корректорах для картриджей MM с Moving Magnet, с подвижным магнитом, о картриджах и корректорах с подвижной катушкой мы поговорим в следующий раз. Итак, я хотел напомнить к прошлому видео, там я упоминал эту тему, что корректор является не опцией, это абсолютно необходимый компонент тракта винилокрута. То есть пластинка пишется с предискажениями, в частности амплитудно-частотные характеристики, это необходимо технологически. И для того, чтобы ее нормально слышать, как мы слушаем музыку здесь, с CD-плеера, например, необходимо выровнять эту амплитудно-частотную характеристику устройством с характеристикой зеркально, противоположной той, которая применялась при записи пластинки. При этом корректоры заметно разные, они стоят разных денег, выполняются по разным схемам, хотя в основном все сводится к тому, что в некой обратной связи установлена вот эта самая частотная коррекция с 3 тау, или сейчас вот уже с 5 тау, я об этом говорил, не хочу нудно повторяться, то есть кому надо, это надо серьезно углубленно изучать тему, кому не надо, важно знать, что там это не просто какой-то фильтр, который валит все там выше 30 Гц. Так оно и есть на самом деле. На самом деле там характеристика, она такая волнистая, скажем так. А это требует, непростой схемы, то есть не очень простой схемы. И кроме того, опять же, к корректорам применяется, так как это входное звено, а вот в аудиотракте во всех входных звеньях, первых, предах так называемых, формируется весь набор параметров. Он определяет этот входной усилитель, весь набор параметров, которые последующий тракт будет тащить и ухудшать, кстати. Но ухудшать в меньшей степени, основные неприятности вносятся именно входным каскадом. И у корректора это тоже, естественно. К нему это относится вообще в максимально большой степени, поскольку это нелинейный компонент, это искажающий компонент, причем искажающий чудовищно. То есть различие между самым высоким уровнем сигнала и самым низким составляет 40 дБ. Это все делают усилительные звенья. То есть если бы это было просто равномерное усиление, и то были бы огромные проблемы с формированием соотношения сигнал-шум и так далее. Да. А здесь это все значительно сложнее. Кроме того, для того, чтобы сравнивать параметры корректоров друг с другом, абсолютно необходимо, чтобы при этом соблюдались условия, оговоренные стандартом, установленным в частности стандартом ИЕС 619-38. В данном случае вход устройства не должен быть закорочен, потому что реальный корректор грузится по входу на реальную живую головку, картридж вот такой вот, который обладает абсолютно точно набором параметров, которые еще и заметно отличаются ко всему прочему. Сейчас я говорю о MM, а не OMC. Вот, например, головка 2M Red, которая сейчас установлена у меня в торренте. Головка имеет индуктивность в среднем 500 миллигенри, но это может быть и 1 миллигенри, и 100 миллигенри, а это огромный разброс. Имеет активное сопротивление около 1 килоома, там 700 Ом, 900, 1100 Ом. И некую входную емкость, не знаю, 125 пикофарад, 100 и так далее. И вот из этих трех величин формируется, собственно, источник сигнала, который усиливается усилителем. Так вот, для того, чтобы сравнивать параметры фонокорректора, вообще сравнивать их между собой, параметров точнее, абсолютно необходимо, чтобы корректор принимал сигнал с реального имитатора этой головки.
То есть надо проимитировать, надо взять катушку 500 миллигенри, сопротивление 1 кОм последовательно и параллельно этому гаммузу конденсатор 120 пикофарад, допустим. Я этого не учитывал, я сделал антиред-цепочку, это для того, чтобы подать линейный сигнал на, ну, со звуковой карты сигнал на корректор и при этом проверить его работоспособность. Это чревато тем, что я не учитывал входной контур, который при этом образуется с головкой. Это как бы активная нагрузка для корректора. То есть это не нагрузка, это источник сигнала для корректора. То есть это некорректно. Точнее, это корректно, например, для усилителя, предусилителя Николая Сухова, который имеет адаптивную коррекцию, которая адаптируется к любой головке практически и не создает контура вот этого образованного емкостью индуктивности головки. То есть она его сразу заведомо уносит куда-то в необъятные дали за 20 кГц и выше, которые не влияют на работу вашего звукового диапазона. А у остальных корректоров, как мы, впрочем, увидим сегодня, я вам покажу это, этот контур может быть и, не знаю, 10 кГц, 12, 14, 18 кГц. Он там образует резонанс, который будет присутствовать при воспроизведении этой связки головка-корректор. И это очень важно понимать. Итак, первое, что я сказал, что корректоры при сравнении должны быть не закороченным входом, а с эквивалентом головки на входе. И второе, очень важное для сравнения, для получения относительно шумовых параметров корректоров, это необходимо делать измерения на стандартном уровне входного сигнала. То есть я же со звуковой карты, подавая на вот эту цепочку, могу навалить 10 вольт, то есть мне же как бы не трудно. Вот. Но стандарт предполагает 5 милливольт для картриджа с подвижным магнитом и 0,3 милливольта для картриджа с подвижной катушкой. Для получения более высоких параметров можно, например, подать там не 5 милливольт, а 10 милливольт, и получится более выгодная цифра при этом. Но стандарт подразумевает для сравнения всех этих корректоров, ну, разных корректоров, необходимо придерживаться одной величины. И при ней, при таком именно сигнале, анализировать соотношение сигнал-шум, коэффициент нелинейных искажений и частотный диапазон соответствия этого диапазона, вот этой кривой РИА или антириа, смотря что вы делаете. Это очень важно. На этом деле процветает куча спекуляций, там, где заявлены параметры для корректора с закороченным входом, с иным сигналом на выходе, на входе, еще какие-то могут быть хитрости. Ну, каждый хочет подать свое изделие красивее, конечно, более качественно, как более качественно, но есть объективные некие вещи, есть симуляция, эмуляция, вот, макетирование, в конце концов, и практика. Ну, все это должно абсолютно точно биться с законами физики, с возможностями электронных схем и так далее. В частности, на лампах невозможно создать предусилитель-корректор с такими параметрами, там типа коэффициент усиления около 40 дБ и соотношением сигнал-шум лучше, чем, по-моему, 78 дБ. Я точно сейчас не могу вспомнить, но там, да, это невозможно. Здесь же мы будем рассматривать корректоры от встроенного в Пионер до суховского корректора, которые имеют этот параметр выше. Ну, в смысле не Пионер, а в частности корректор Сухова. Еще один аспект, которым я хотел поделиться в плане создания вот этих самых корректоров, в частности корректора по схеме Николая Сухова, который я здесь всячески пропагандирую, потому что он тупо лучший в мире на данный момент. По схемотехнике, по примененным компонентам, это очень важно. Его преимущество я как-нибудь расскажу в другой раз или в другом видео, и уже это неоднократно, впрочем, делалось. Но дело не в этом. Дело в том, что те люди, которые сейчас собирают эти комплекты эти платы из комплектов, покупая их готовыми сетами или в разброс у поставщиков электронных компонентов здесь в Европе, делали эти корректоры с параметрами хуже, чем можно было бы сделать. И я не потому что себя хвалю, я
строго следую инструкции и здравому смыслу. Он гласит в частности, что в аудиотрактах необходимо применять компоненты определенными свойствами, определенных категорий. Если, да, а вот эти платы, которые сейчас в последней разработке Сухова, они представляют собой SMD-сборку, SMD-набор деталей, в которых нет известных вам Мундорфов, Голды, Платинум и так далее. То есть это несколько специфическая такая вещь. Но там тоже, оказывается, есть довольно критичные аспекты. В частности, те компоненты, которые продаются обычно, конденсаторы, SMD или резисторы, для обычной электроники, они не всегда подходят для аудио, но обеспечивают при этом не самые лучшие параметры, а в одном случае у меня одна схема здесь, я ее собирал еще в самом начале, когда просто макетировал это все, она у меня квакала постоянно. То есть все хорошо, по постоянному току, по там другим каким-то вещам, но она не щелчки, а какие-то чпоки такие издает. Оказалось, что дело просто в конденсаторах большой емкости, которые здесь применяются в обратной связи, это 1 микрофарада, собственно. И остальные конденсаторы тоже, оказывается, должны быть однозначно НПО. NPO, а не обычного назначения, которые отлично работают в других электронных схемах. Ну и, конечно, обязательно соблюдать вольтаж этих конденсаторов. Все это стоит денег, то есть и НПО стоит, и вольтаж стоит денег, поэтому нерадивые формирователи сетов, наборов для сборки, скорее всего, это будут игнорировать, потому что они сами это все собирают. Вот. Тоже резисторы должны быть пленочными обязательно. Приличных фирм, там, Panasonic, не знаю, Vishai. И конденсаторы Samsung, Vishai, Yamaha, что-нибудь такое понятное, по крайней мере, не Китай, как говорится. Вот в этом случае я, кстати, могу поддержать этот разговор, потому что в других случаях я считаю китайское чуть ли не лучшим в мире. И вот получается тогда, да, ну и активные компоненты, конечно, нужно покупать у известных поставщиков. Ну, мне не попадались плохие, но помню, Сухов в процессе разработки этого преда и усилителя высокой верности своего, он жаловался, что перешлифованные какие-то ему попались транзисторы, не помню, сборки, и отвратительный результат это все дало. И у меня здесь вот те наборы, которые из наборов спаянные предельные корректоры, имели заметно хуже характеристики. Я вам это все постараюсь показать. Я просто не очень понимаю, как мне это сделать, что на пальцах просто говорить, что вот это лучше, делай вот это. Но многие люди игнорируют качество компонент, применяемых для сборки таких вещей. Тоже Николай Сухов, большое ему не спасибо за это. Он сказал, что забей, и там только пара конденсаторов должна быть НПО, а все остальное, значит, нет, не так важно. Нет, я собираю в конце концов, это не очень сложно. Заказать конденсаторы именно те, и резисторы, которые обеспечат максимальное качество. Такие дела. Собственно, я сам циник в этом плане. Я, например, к кабелям акустических систем отношусь абсолютно пофигически, потому что я слежу за акустической системой, а все, что подает на нее сигнал, меня вообще как бы не касается. Ну, в разумных пределах, разумеется, все должно соответствовать друг другу в тракте, и в частности в этих корректорах тоже все должно соответствовать выбранному классу. То есть, если мы собираемся собрать такой корректор, как лучший из возможно доступных и так далее, необходимо уделить чуть больше, возможно, времени, чуть больше, может быть, денег. Хотя это все копейки по сравнению с тем качеством, которое это все дает. Но потом это все, правда, делится на то, что я сказал в начале этого видео, и то, что остается, вот мы можем этим наслаждаться, расслабившись в кресле и откинувшись там. Явим-ка чудо и покажем тебе фокусы.
Для начала я заменю старую головку ортофон на новую ортофон 2M Red. Проведу процедуру наладки. Подробно об этом рассказано на сайте ортофон. Но главное, я выставлю рекомендованный вес 1,8 грамма. Хороший звук. Нравится? Породистый. Люблю ортофон. Теперь измерим АЧХ с помощью антирия цепочки на входе корректоров. Без картриджей и эквивалентов, просто с целью обозначить коэффициенты усиления и шумовой пол при этом. Участвуют корректоры встроенный в усилитель Пионер, Самод и продвинутый Николая Сухова. Вы видите АЧХ в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц по шкале до 48 кГц. Вот Пио, вот Самод и вот Сухов. Сухов имеет 5 тау, остальные по 3 тау, и это видно, они не имеют завал снизу, зато валятся вверху диапазона. Теперь измерим АЧХ реальных трактов с тестовой пластинки, используя в качестве сигнала розовый шум до 20 кГц. Первым заряжу Пио. Сначала покажется спектр левого канала, затем правого. Здесь плавное затухание 3 дБ на октаву фатально рушится с 6 кГц, а выше 10 кГц уже ничем не напоминает оригинал. Следующим проверим Самод. Здесь организован спад снизу, а в высокочастотном регистре все выглядит значительно более привлекательно. По крайней мере, до 10 кГц идеально, а выше в обменяемых пределах. Обратите внимание на разделение между каналами. Эта опция у винила одна из самых печальных. То есть корректор тут вообще ни при чем. Напоследок зарядим Сухова. Ну-ка, удиви нас, Николай Евгеньевич. Обещанная синхронная коррекция задырала вверх, в остальном же ожидаемо круто. Теперь проверим утверждение Сухова о вреде паразитного входного контура, который образует длинный кабель, соединяющий проигрыватель с корректором, и который приводит к паразитным искажениям АЧХ в высокочастотной области. Для этого я при прочих равных условиях, сколь угодно неправильных, измерю АЧХ с пластинки по одному каналу со стандартным длинным простецким дешманским кабелем, а другой канал соединю коротким проводом МГТФ непосредственно с корректором, пайкой, создав ему идеальные условия. Я рукой трогаю этот провод, видно, что наш правильный канал имеет синий цвет спектра. Решайте сами. Теоретически короткое соединение правильно, но не практично. Я, пожалуй, оставлю корректор снаружи. Напомню, сигнал подается в диапазоне до 20 кГц. Я свел эти три кривые от 3 корректоров на один экран для наглядности. На мой взгляд, отличие от базовой схемы, которая использовалась в Pio, стоит того, чтобы сделать выбор в пользу современной схемотехники и элементной базы, что немаловажно. И это мы еще не смотрели уровень фона или соотношение сигнал-шум. Для этого нам необходимо увидеть noise floor, то есть уровень фона при одинаковом уровне записи этих шумов. Вот это шум моей звуковой карты для сравнения. Вот тут можно увидеть численное значение. Вот фон корректора Pio. Не забывайте, друзья мои, что оценить эту информацию можно только относительно коэффициента усиления. Это не абсолютное сравнение шумовых характеристик. Добавим кривую шумов Самода. А вот шум Сухова. Уместно будет напомнить различия усиления этих схем. Я упоминал стабилизаторы питания для корректоров. Вот Сухов с хорошим стабилизатором, а вот Сухов с обычным.
На мой взгляд, впечатляет, и это при том, что уровень подавления шумов у всех схем очень высокий. Да, я говорил о несовершенстве преампа из китовых компонентов. Полюбуйтесь. И это при том, что этим нехитрым измерением нельзя передать всех нюансов, определяющих творческую ценность реализации. Вот наглядно видно различие по АЧХ, что уж и вовсе недопустимо для корректора, в котором отлавливается доля децибела несоответствия стандарту. Хорошо бы еще проиллюстрировать искажения, вносимые этими решениями. Попытаюсь. Моя звуковая карта имеет вот такой вот уровень. К сожалению, это выше, чем хотелось бы увидеть, поэтому придется включить воображение. Итак, погнали. Меня просили сделать измерения в программе REV. Исполняю. Далее измеряем искажения, вносимые PIO. Следующий – SAMOD. И на десерт Сухов. Все измерения, естественно, проводились при равных условиях. Также хочу показать вам характер реакции этих корректоров на свип с пластинки ортофон от 800 Гц до 50 кГц при неравномерности плюс-минус 1,5 дБ в диапазоне от 800 Гц до 20 кГц. Сначала поет Пио. Теперь черед самод. И, наконец, красавчик Сухов.
Что скажете? Еще я хочу показать различия шумов, вносимых предусилителями от шумов или шороха, скрежета пластинки. Я хочу наглядно продемонстрировать вам различия этих паразитных явлений для того, чтобы аргументировать необходимость снижения шумов предусилителя до запредельных минусов. Заодно послушайте различия между шумом и фоном. Вот усиленный для наглядности шум пластинки, кстати, вместе с предусилителем. А вот и добавляю намеренно усиленный фон усилителя. Я бы хотел, чтобы вы различили характер этих шумов. Они имеют совершенно различную природу. Надеюсь, вы оценили различия, и мы сможем в дальнейшем с уважением относиться к этому, на первый взгляд, невзрачному параметру. Да, друзья, борьба с шумами – это одна из самых сложных технических проблем, которые решаются схемотехниками в аудиотехнике. Кстати, обратите внимание на шум, который я вам продемонстрировал, не только в низкочастотной области, которые образуются в основном от сетевой помехи 50 Гц ее гармоник, а и ее широкополосный характер. То есть вот это вот и есть тот самый шумовой пол, который обеспечивает то или иное схемное решение, и которое это решение имеет таким образом большую ценность, если она давит эти шумы более эффективно, или, по крайней мере, не усиливает их. Что я хотел бы сказать в заключение? Я буду рад, если это часовая лекция, я так смотрю по своему монтажу, вам пришлась в пору, вам было интересно, вы ее прослушали не на повышенной скорости, у вас появились какие-то замечания, вопросы. Давайте попробуем обменяться информацией, подстегнуть друг друга, так сказать, к новым аудиоподвигам. И я не имею в виду приобретение, заметьте. То есть тут два аспекта. Есть творческий интерес к этой всей теме, и есть интерес приобретательский, какой-то бытовой. Так вот, взять то или взять это не ко мне, мои хорошие. То есть это к барыгам, в магазины, куда-нибудь. С вами мы можем общаться о том, что вам доставляет больше удовольствия. Даже из этих 3 корректоров, которые я вам предложил, какой-то может прийтись вам по душе больше. Ну, например, я слушал на корректоре Pio, Пионер встроенном, около года винил, и был счастлив здесь, в смысле, уже в современном этапе. А когда собрал суховский корректор, ну, как пишут некоторые люди, я переслушал всю коллекцию. Нет, я не переслушал всю коллекцию, но звучание действительно приобрело несколько иной характер, несколько иной оттенок, кристально чистый, что ли. Не скажу, что это привнесенное нечто, скорее всего, это приоткрыта еще одна штора, соединяющая вибрации моей души с вибрациями души исполнителей, которых я обожаю. Засим пока, пишите, звоните, не надо, пишите. Auf Wiedersehen, мои liebe Freunde.